Предательство в Москве? Окружение Путина поддержало Украину. Неожиданное заявление прозвучало из столицы. Диверсия на военной базе США. Кто пробрался на режимный объект и заминировал место встречи Трампа с Путиным? Тысячи ракет уже наведены. Президент отдал экстренный приказ на случай своей гибели. Одни из последних слов: «Мне осталось недолго». Кремлю запретили использовать самое страшное оружие. Ближайший союзник влепил пощечину Путину. К такому он точно был не готов. Россия теряет важный регион, полный разгром флота, настоящая охота беспилотников на корабли, десятки суден уничтожаются в сутки, Крыму конец, изоляция полуострова и полная остановка судоходства. Это и многое другое к вечеру субботы, 11 июля. Суббота – не повод пропускать главное. Собрали для вас все самое важное к этому часу в эфире «Нехта». Крыму, кажется, капут и крышка, такая же, как на московском НПЗ в Капот не отлетала. Помните, как Россия хвасталась, что... Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Так вот, поперхнулись. Это самое море превратилось для российского флота в кладбище. И Москва сама своими руками перекрыла себе жизненно важную морскую артерию. А дело вот в чем. Украинские морские дроны устроили на танкеры теневого флота настоящую охоту. Да такую, что россияне не выдержали и остановили судоходство по Азово-Донскому каналу, тому самому, через который идет четверть всего российского экспорта пшеницы в мире. А Россия, на минуточку, первый на земле поставщик зерна. Заодно прикрыли и проход через Керченский пролив. Итог уже виден невооруженным глазом. В порту Азова выстроилась целая очередь застрявших зерновозов, а цены на пшеницу на мировой бирже подскочили сразу на 4%, до максимума за 1,5 месяца. Проще говоря, сами себя высекли, испугались за танкеры и перекрыли собственную торговлю. Но и это не все. Под удар в эти дни попали не только корабли. Горели крупные Ильские НПЗ на Кубани, нефтяные терминалы в Таганроге и Ростовской области. А теперь та самая цифра, от которой в Кремле холодеют спины. Генштаб ВСУ официально подтвердил. Только за одну ночь на 11 июля в Азовском море украинцы поразили 21 танкер, плюс буксиры, сухогрузы и земснаряд. А всего за 6 дней силы беспилотных систем поджарили под 8 десятков судов теневого флота. Еще пара таких ночей грозятся украинцы, и будет минус 100. И бьют сразу по всему живому. Топливо в Крым не доходит, зерно на экспорт застряло, а вслед за этими хлеб дорожает. Сам полуостров зажимают со всех сторон, и по морю, и по суше. Полная изоляция. Ну, как там Патрушев говорит... Роль фактора морской силы в мире сегодня стремительно растет. Роль-то растет, вот только морская сила самой России стремительно идет ко дну, буквально. Вот вам и российское нелебединое озеро. Было море, стало западня. Зеленский объявил то, от чего в Кремле явно занервничают. Я подписал указ о создании в составе вооруженных сил специального командования. Командование дальнобойного, фактически глобального воздействия на Россию за эту войну. Смысл простой. Все, что за последние недели горит по России от дронов, теперь ставят на поток под единое управление. И работает уже так, что за июнь переработка нефти в России рухнула на четверть, до минимума за 20 с лишним лет. Сегодня простаивает около трети всех заводов. А еще Зеленский обмолвился о любопытном. Закончить войну хотят уже и люди из окружения самого Путина. Мы внесли предложение о том, как приблизить мир. У нас есть поддержка не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина по вопросу мира. А внутри России от этого хоть плачь, хоть смейся. Бензина не хватает настолько, что губернатор Кировской области признался. Его личный водитель 7 часов простоял в очереди на заправку. 7 часов. То чувство, когда надо заправить машину, и ты взяла у подруги ребенка с инвалидностью. Взяла справочку и поеду сейчас заправлять машину без очереди. Лайфхак. А Казахстан, как мы сообщали ранее, уже выставил 60 постов, лишь бы россияне не растаскивали бензин у соседа. Но все по плану. Да они могут сделать так, что у нас вообще бензина не будет. Это закончится только тем, что количество людей, которые подпишут контракт с Красной Армией, вырастет в разы. Нет бензина, поезжай на войну. Логика железная. В Иркутске завелась новая элита – пешеходы. А вы все, как дебилы туда стоите. Мне стыдно за русских людей, что вы такие дебилы.
Вот я спокойно катаюсь на велосипеде. Мол, он уже и загорел, и подкачался, а они все по очередям стоят. И даже псалмы не поют. А ведь пробки бы тогда могли и рассосаться. Вот едет там человек, там, доставщик грузов, там, везет кому-нибудь там мебель в новостройку. Выучи псалмы на память. Рули и псалмы пой. И в аварию не попадешь. Бог сбережет. И успеешь. И пробки рассосутся. И доедешь вовремя. А теперь то, от чего киевлянам этой ночью было по-настоящему страшно. Россия снова ударила по столице Украины баллистикой, и ракеты прилетели еще до того, как взвыли сирены. Люди в отчаянии. Враг будто бы научился обходить оповещения, а значит, нет и тех минут, чтобы добежать до укрытия. За ночь по Украине больше 120 дронов и 12 ракет, половина баллистические. Их не сбили нечем. Ранены люди, включая ребенка. Это уже 3-й удар по Киеву за неделю. Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику. Ждем от партнера выполнения обещаний по пакетам поддержки, о которых договорились на заседании НАТО. При этом Москва бодро отрапортовала, что якобы разбомбила в Киеве целый завод дальнобойных дронов. Вот только даже свои же комментаторы что-то не воодушевились и подметили ехидную нестыковку. Заводы вроде каждую ночь уничтожают, а дронов у украинцев все больше и летят они все дальше. Какие-то отрицательные удары подмечают в сети. Один комментатор и вовсе схватил суть. 5 лет долбят Украину, а у нее и оружие, и бензин. Украинцы 2 месяца бьют по России, и страна осталась без топлива. Мистика, да и только, не так ли? А над Москвой сгущается кое-что посерьезнее дронов. Сенат США согласовал с Трампом законопроект, который так и прозвали «Адские санкции». Суть драконовская: 500% пошлины на любую страну, что покупает у России нефть, газ или уран. Проще говоря, хочешь торговать с Москвой, плати в 5 и попадай под удар сам. Это прямой прицел на главных кормильцев Кремля – Индию и Китай. Я никогда не был столь оптимистичен, как сегодня, в отношении того, что у нас есть формула для прекращения этой войны. Документ мариновали 2 года, сам Белый дом тормозил, берег лазейку для переговоров. Но теперь даже Трамп дал добро. И, по словам сенаторов, повлияли именно успехи Украины на фронте. Трамп, как известно, любит победителей, а Украину сейчас видят именно в этом лагере. Мы увидели изменение ситуации на поле боя. Украина перехватила инициативу, заморозила линию фронта и нанесла удары по логистике, обеспечивающей ведение войны. В довесок Киев уже выбил лицензию на производство патриотов. Похоже, петля на кремлевской экономике затягивается уже не только с моря и воздуха. Но все санкции только на пользу. Нужно еще, еще и еще. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают, а тем более я считаю, что и слава богу, что эти санкции есть. От этого смеются даже сами россияне. Помощник Путина Патрушев на голубом глазу выдал такую оду вождю, что комментарии под видео моментально взорвались. Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал, и в том, что он сделал так, что мы, в принципе, являемся мощным государством, по экономике 4-е государство в мире. Ага, 2-я армия и 4-я экономика. Россияне в комментариях тут же уточнили, не из конца ли 4-я, и какая там в очереди за бензином. А вот это уже похоже на завязку голливудского боевика. Президент США отдал срочный приказ на случай собственной гибели. Если Трампа убьют, Иран сотрут в порошок. 1000 ракет уже наведена на страну, а военные, по словам президента США, готовы ответить тем, чего Иран еще никогда не видел. Повод серьезнее некуда. Израильская разведка передала Вашингтону данные о готовящемся покушении на Трампа. Якобы месть мул за убитого Айталу Хаминеи. Я увидел, что нахожусь в каждом их списке. И до сих пор мне, видимо, немного везло, но, вероятно, это продлится недолго. Но вот что забавно, пока ракеты наведены, стороны все равно садятся за стол. США и Иран уже завтра встречаются на переговорах в Пакистане на фоне очередного обострения в Ормузском. Наводить и договариваться одновременно – это, похоже, новый жанр в мировой политике.
А вот кто по-настоящему держит Путина за руку и дает подзатыльники, это не Запад. Президент Финляндии Стуб поделился занятным: ядерными угрозами Кремля всерьез занялся Китай и осадил Москву так, что та даже не пикнула. 2 дня назад я ужинал с министром иностранных дел Китая. Мы обсуждали ядерный вопрос. Китайцы категорически заявили: нет, этого не произойдет. То есть все эти грозные «можем повторить» и потрясание ядерной дубиной пшик главный кремлевский покровитель попросту запретил. А раз Пекин сказал «нет», Москва и не рыпнется, слишком уж на нем завязано. Но пропагандисты выкручиваются как могут. Вы 5-й год шарашите по нам своими ракетами, своими танками, самолетами, своей разведкой и всем остальным. Это вы уничтожаете Россию. Мы пока ни вот столечко не сделали после Европы. Когда мы собираемся это сделать, я не знаю, не я за это отвечаю. Но если бы я отвечала, то мы бы сделали это вчера. Вот только грозятся-то они на словах, а на деле Китай цыкнул, и вся ядерная бравада разом стихла. Европа, к слову, расслабляться не спешит. Комиссар ЕС Кубилюс предупредил, что по данным разведки Россия все же может замахнуться и на страны Евросоюз. Так что к обороне там готовится всерьез. А на закуску самая красноречивая рецензия на хваленый кремлевский дух Анкориджа, или диверсия с миной прямо на военной базе в США. Помните ту базу на Аляске, где год назад Трамп с Путиным сжали руки и вершили судьбы мира? Так вот, на днях туда заявился новый переговорщик, самый настоящий медведь, и внес, так сказать, свою лепту в наследие саммита. Косолапый по-хозяйски прошелся через автоматические двери, прогулялся по торговому центру, стащил с прилавка кафе персик, закусил, ну а на десерт оставил подарок с душком Анкориджа прямо в зале, где стояли Путин и Трамп. После чего с чувством полностью выполненного долга преспокойно удалился обратно в лес. Символизм, конечно, оценили все. Клал коренной с высокой колокольни и на такие союзнические отношения, и на всех лидеров, вершащих судьбы мира. Ну а на этом пока все. Спасибо, что остаетесь с нами. Подписывайтесь и до встречи уже утром в свежем выпуске новостей на Нехта Лайв.